кто ты? Ну, когда как. Димаш. Под настроение. Это не просто певец. Это молодой человек из Казахстана, чей голос трогает сердца людей по всему миру. Это Димаш Кудайберген, родившийся в Актабе, Казахстан, в 1994 году. История жизни Димаша – это не просто история человека с необыкновенным голосом. Речь идет о наследии, целеустремленности и страсти, которая не знает границ. Он родился в музыкальной семье, где песни и инструменты были неотъемлемой частью повседневной жизни. Он вырос с музыкой в крови, постоянно пел и учился. Когда он был еще ребенком, в его голосе уже проявлялись признаки чего-то особенного. Люди, которые слышали его, знали, что этот мальчик станет звездой. Он пел с такой эмоциональностью, которой невозможно научить, оживляя старые казахские песни так, что все садились и слушали. Его школьные годы в Актабе были связаны не только с учебниками и экзаменами, они были наполнены изнурительным, но страстным стремлением к музыкальному совершенству. Под бдительным присмотром своей склонной к музыке семьи, он оттачивал свои навыки с самоотдачей спортсмена на тренировках. Понимая, что каждая нота, которую он отрабатывает, и каждая мелодия, которой он овладел, была шагом навстречу его судьбе. В подростковом возрасте его талант начал расцветать под пристальным вниманием местных конкурсов, где он был не просто участником. Он был силой, с которой приходилось считаться, он завоевывал награды и признания. У него был голос, который мог легко переходить от завораживающих глубин баса к захватывающим высотам тенора. Вообще же обычно закрепляется за певцом некая там, да, его амплуа. Да, он баритон или он тенор. Вот кто ты? Ну, когда как. Димаш. Под настроение. Но его отличало нечто большее, чем просто техническое мастерство. Он продуманно исполнял каждую песню. Независимо от того, пел ли он на своем родном казахском языке или экспериментировал с классическими и современными произведениями, Димаш привносил в свои выступления глубину чувств, которые находили отклик у слушателей. Его голос стал его паспортом, позволяя ему преодолевать культурные барьеры и общаться с людьми на эмоциональном уровне. По мере того, как распространялась молва об этом вундеркинде, прошло совсем немного времени, прежде чем большие сцены назвали его имя, призывая его выйти в центр внимания и поделиться своим даром со всем миром. И когда он стоял на этих сценах при свете прожекторов, Димаш знал, что каждая жертва, каждый час тренировок – это то, что нужно. И каждая нота, которую он пел, вела его к этому моменту. Ветры перемен пронеслись по жизни Димаша, когда он отважился выйти за привычные горизонты Актабе. Его путешествие началось на I'm a Singer, платформе с высокой конкуренцией в Китае. Позволь мне немного отвлечься от повествования и рассказать тебе, насколько конкурентоспособна эта платформа. Я общался с множеством артистов на I'm a Singer, и каждый из них, возможно, доминировал бы на любом мировом или западном конкурсе, о котором мы когда-либо слышали. Эти люди настоящие звери, они совсем другого покроя. Они невероятно талантливы, а Димаш даже их шокирует. Конкурс «Я певец» стал определяющей главой в его жизни. Здесь он выступал не просто как участник, но и как представитель своей культуры. Молодой человек с голосом, в котором слышались отголоски казахстанской души. Каждое его выступление было настоящим откровением, демонстрирующим его способность управлять сложными композициями, сочетая изящество и необузданную мощь, которые завораживали зрителей.
От оперных арий до современных поп-баллад Димаш продемонстрировал музыкальную многогранность, которая не поддавалась жанру и ожиданиям. Его исполнение было больше, чем просто развлечением. Это была демонстрация музыкального повествования, которая обращалась прямо к сердцу. Это шоу превратило его из национальной гордости в объект всеобщего восхищения. Я думаю, что многие очень большие звезды мечтали о таких фанатах, как ты. Большое тебе спасибо. Весь мир с благоговением наблюдал за тем, как его музыка набирала обороты, а число международных фанатов росло. Сол себептен осындай құрметін аяп отқаннан кейін, барлық пейілін шашып отқаннан кейін, ол кісілер әрине мен үшін қымбат, ол кісілер әрине менің жаныма жақын болады әрдайым. Жақсы көретін болғандықтан, оларды қымбат санайтын болғандықтан, мен оларды қымбаттыларым деп атап. Этот период стал переломным. С каждым выступлением Димаш становился не только увереннее в себе и в своем присутствии на сцене, но и в своем артистизме. Шоу стало настоящим испытанием для его таланта, закаляя его в лучах международного внимания. Именно здесь Димаш Кудайберган, мальчик из Казахстана, стал Димашем, художником, которого узнал и почитал весь мир. Его карьера превратилась в вихрь гастролей, выступлений на телевидении и музыкальных коллабораций, охвативших континенты. Каждая сцена была грандиознее предыдущей, аудитория больше, а каждое выступление более захватывающим, чем предыдущее. Это путешествие по всему спектру человеческих эмоций, которое оставляет поклонников в состоянии удивления и стремления к большему. Я лично испытал все эмоции этого спектра, слушая Димаша, включая абсурдный гнев на его неумолимый талант, на его трудовую этику и просто неприкасаемость. Что? Я в это не верю. Я в это не верю. Где же ты? К чему ты клонишь? Откуда ты это берешь? Как у тебя это получается? Я не могу в это поверить. Нет, все в порядке, ребята. Я буду просто Димашем. Я просто начну с самой низкой возможной ноты Нина. Я собираюсь перейти к одной из самых высоких возможных нот, а затем просто остановлюсь где-то посередине. Просто потому, что я не могу, потому что почему бы и нет? Потому что я могу. Почему бы и нет? А почему бы и нет? Я не думаю, что смог бы закончить это видео. Димаш должно быть такой же. Он должно быть такой же. К нему обязательно должно прикоснуться божественное. Но мы любим его не за это. За его талантом, за его трудовой этикой и за его неустанной настойчивостью в совершенствовании своего артистизма кроются его скромность и непоколебимая преданность своим поклонникам. Димаш всегда чтил свое казахское наследие, привнося элементы своей культуры в свою музыку и свои выступления. По мере того, как артистизм Димаша растет, ему воздаются почести по всему миру. Несмотря на то, что он собирает награды как драгоценные камни в короне, ярче всего проявилась его преданность ремеслу. Его разнообразные выступления, от выступлений на телевидении до международных концертов, рисуют картину артиста, чей язык музыка, понятная и прочувствованная всеми. И не только его сольные выступления очаровывают зрителей по всему миру. Сотрудничество стало важной вехой в его карьере. Работая с такими титанами индустрии, как Игорь Крутой, он создает песни, в которых его классическое образование сочетается с современным колоритом, раздвигая границы жанра и ожиданий. Его присутствие в социальных сетях является маяком для поклонников, старых и новых. Каждый пост, каждая новая песня, каждое видео с выступлением дают представление о его жизни как артиста, который постоянно создает сообщество подписчиков, охватывающее все страны и континенты. Да? Нет. Тем не менее, Димаш никогда не позволяет славе затмить суть его миссии. Приносить радость с помощью музыки. Каждая награда – это напоминание о его пути от вундеркинда в Казахстане до международной суперзвезды. Этот путь отмечен не погоней за славой, а стремлением к музыкальному совершенству и желанием тронуть сердца людей во всем мире. Его уважение к своим музыкальным достижениям очень велико. Его уважение к артистам, которые вдохновляли его, особенно к таким артистам, как Лара Фабиан, очень искреннее.
Его интерпретация песни «Адажио», ставшей знаменитой благодаря Ларе, была не просто кавером. Это была личная дань уважения. Его выступления часто отражают глубину эмоций, которые Лара Фабиан привносит в свою музыку. Его мастерство прославлено на международной арене, а концерты – это не что иное, как культурный феномен. Будь то стадион в Нью-Йорке или арена в Москве, выступления Димаша универсальны по своей привлекательности. Они выходят за рамки языка, они выходят за рамки культуры. И за кулисами его приверженность филантропии перекликается с состраданием в его музыке. Он участвовал во множестве благотворительных проектов, от поддержки детских больниц до выступлений на благотворительных концертах. И он делает это тихо, без необходимости, чтобы кто-то знал. Когда мы смотрим в будущее, становится ясно, что путь Димаша будет продолжать вдохновлять и увлекать. Каждая нота, которую он поет, несет в себе обещание его дальнейшей эволюции как артиста и неприходящего влияния его музыки. Его путешествие – живое свидетельство силы мечты и универсального языка песни. Как часто говорил сам Димаш, музыка – это не соревнование, а возможность делиться друг с другом и учиться друг у друга. И поступая так, он объединяет всех нас общим опытом человечности и артистизма. Большое вам спасибо за это была ретроспектива Димаша на канале Ама. Честно говоря, мы могли бы, наверное, снять 3-часовое видео, но этого все равно было бы недостаточно. Я надеюсь, что это послужит хорошим вступлением для кого-то, кто знаком с Димашем. Или если вы знаете Димаша, вы пытаетесь донести идею о чем-то, что вы можете использовать, чтобы познакомить их. Как всегда, поделись с нами своими впечатлениями по этому поводу. Большое тебе спасибо за то, что ты смотрел. Наслаждайся оставшейся частью своего дня.